Всем привет, с вами Дэн. Где-то год назад я снимал ролик, такой влог про Гонконг. И, поскольку такая уже стала, наверное, традиция, каждый Новый год я в Гонконге, в общем. Решил в этом году продолжить запись, снять такой, может быть, немножко более расширенный, немножко более свободный, такой, я бы сказал, больше лайтовый. Просто показать, погулять вместе с вами по городу, что-то там поснимать. Все на самом деле на ходу, потому что специально не готовился, специально ничего там не планировал. И что получилось, то получилось. Получилось, как мне кажется, достаточно интересно, потому что побывал я в итоге в нескольких городах. То есть это первое видео это про Гонконг, а следующие несколько роликов будут про материковый Китай. Это Гуанчжоу, это Шэньчжэнь, и будет визит на 3 часовые фабрики к 3-часовым производителям. Каким? Чуть позже будет некоторая интрига. Короче говоря, в первом выпуске расскажу немножко про Гонконг, побродим с вами по городу, зайдем в 3 магазинчика интересных, в том числе магазины микробрендов. В прошлом видео я показывал магазин в центре города, где продаются китайские часы, китайские товары. И многие мне говорили, типа, Дэн, показывай, где что находится. Вот сейчас вот прям даже видео будут специально такие. Я крупным планом снимал адрес, да, и в описании к ролику оставлю контакты, адреса и так далее. То есть, если что, сможете зайти в эти магазины, потому что за последние несколько лет в Гонконге стало больше магазинчиков часов. Именно, вы, если примерно понимаете, что такое Гонконг, это, конечно, такой мир люкс. То есть, каждые 100-200 метров обязательно будет магазин Rolex, магазин Tudor, в каждом торговом центре будут ЖЖ Лю Культер, Пармиджани, и так далее. Вот, Омега, естественно, что-нибудь попроще тоже, но нам с вами-то интересно что-то более необычное, что-то более редкое, и, конечно же, микробренды, китайские бренды, и их становится больше. И вот в этом видео я покажу 2 таких магазина, где достаточно много интересных микробрендов. А в следующих видео будет уже, материковый Китай и фабрики. Короче, видос такой немножко с наскока снят. Снимал на что придется, на телефон, на GoPro, потому что это не какое-то видео по приглашению, не какой-то проплаченный ролик, это просто я путешествую. И как-то так получается последние несколько лет, что каждый российский Новый год, либо ближе к китайскому Новому году, я, в общем, в Гонконге, либо где-то в Китае. Поэтому, решил, что может быть что-то поснимать, что-то показать, потому что многим будет, возможно, интересно. У многих какие-то есть определенные заблуждения про китайские бренды, про Китай вообще, и про микробренды. Может быть, они будут развеяны этим роликом, может быть, нет. В принципе, кто что хочет, тот, собственно, то и видит. И вот сейчас здесь это остров сам Гонконг, то есть, Гонконг это, по сути дела, две части. Это остров Гонконг, такой, исторический, и уже полуостров Кулун, или новые территории, которые уже граничат с материковым Китаем. Здесь вот трамвайчики ходят на острове Гонконг, достаточно дешевые. Обязательно, если будете на острове, то рекомендую вам на них прокатиться, потому что стоят они то ли 2 гонконгских доллара, то ли 3 гонконгских доллара, независимо от расстояния. Метро у них всегда оплачивается по расстоянию, то есть сколько станций проехали, столько заплатили, а вот трамвайчик сели и едете, снимаете, обязательно садитесь на 2-й этаж, наверху, на 1-й ряд, и все будет видно. Будет прикольно, душевно и максимально дешево. Значит, здесь в ролике будут все цены показаны в гонконгских долларах. Естественно, курс у гонконгского доллара примерно такой же, как у юаня. То есть, по крайней мере, на момент записи и озвучки этого ролика где-то 1 юань, 1 гонконгский доллар примерно 13 рублей. Или, если переводить наоборот, то 1000 гонконгских долларов это примерно 130 долларов США. В Гонконге нет налога, НДС, соответственно, никакого вычета в аэропорте не будет, и все цены сразу на часы, они такие, как есть. Что, собственно, удобно.
Вот. Как уже говорил, магазинов огромное количество, и официальных, и, собственно, каких-то сторонних дилеров, очень много БУ часов, и, по сути дела, ну, в моем понимании, в мире 3 таких вот главных центра для покупки новых и БУ часов. Это Гонконг, это Дубай и это Соединенные Штаты. Со своими, естественно, нюансами, со своими, как бы, сосредоточением конкретных марок и конкретных моделей, но вот тем не менее так. Если вы хотите что-то там активно покупать на материковом Китае, ну то есть на классическом Китае, то, конечно, там совсем другая ситуация, там такого выбора нет люкса и такого выбора микробрендов нет, ну, в общем, там другая немножко история. Гонконг — это такой рай для часовых фанатов. Сейчас вот мы с вами идем, значит, в центре Гонконга к магазинчику. Кстати, очень удобно пользоваться сервисом Chrono24. Вы смотрите какие-то интересующие вас часы, ставите, например, Гонконг, и у вас в выдаче будут какие-то магазинчики. Ну, и в эти магазинчики можно будет прийти. Можно, во-первых, и поторговаться. 5, 10, 15% можно получить, если модель не самая прям горячая, ходовая. И плюс всегда цены будут на те же самые 10-15% ниже, чем на Chrono24, потому что Chrono24, кстати говоря, сам берет около 10% комиссии, поэтому в магазинах будет подешевле. Вот. Ну, конечно, надо на пути перекусить, и в Гонконге очень вкусно, очень большие порции, очень дорого. По ценам, если мы говорим про еду, да, то, ну, это дороже, чем в Москве, где-то в 1,5-2 раза, но с другой стороны и порции больше в 2 раза. В общем, вот магазинчик, он в Гонконге, оставлю контакты его. Неплохой магазин, там есть, например, Куроно, Токио, конечно же, есть вездесущие роликсы, ну, которые там на каждом шагу, в каждом подвале, но мне как-то больше интересовали какие-то редкие модели, редкие версии. И здесь тоже с ребятами, конечно же, можно торгануться, вот, и выбор неплохой, магазинчик мне понравился. Ну, справедливости говоря, таких магазинов там довольно много, не на каждом шагу, конечно, но в определенных райончиках они есть, как на Гонконге, как на острове Гонконг, так и на полуострове Кулу. Дальше что у нас? Дальше виды города с разных точек, можно посмотреть что-то интересное. По пути на пик Виктория, это главная, самая высокая точка на острове Гонконг. Если хороший солнечный день, а как правило в Гонконге, ну, особенно это касается декабря и января, утром туманы, а вот после обеда уже солнце. И поэтому, если вы собираетесь на пик Виктории, видите, что неплохая погода, садитесь на автобус. У вас, если Google есть приложение, то он покажет, какие маршруты. Там буквально 100-2 рублей из центра добраться до пика Виктории можно довольно дешево. Можно на такси, конечно, там, но там уже как бы заплатить придется. Можно на специальном таком историческом трамвае, но это все дорого, а вот на автобусе это прям копейки стоит. Вот. И там дальше уже красотища, конечно же, тот самый вид с пика Виктории, как в старых классических боевиках, в том же «Двойном ударе», конечно же. Ну, я, честно скажу, уже говорил в прошлом видосе, и вообще, и вы, наверное, понимаете, если я каждый год езжу в Гонконг, то, конечно же, мне этот город нравится, чувствую себя там как дома, ну, в общем, мне комфортно, приятно, и как-то вот, как-то это мое. Ну, знаете, да, вот всегда вот бывает либо твое, либо не твое, и объяснить это никакими разумными логическими методами обычно нельзя, просто тебе нравится или тебе не нравится. И когда люди начинают что-то придумывать, ну, слушайте, это все немножко такое наносно. Тебе комфортно где-то, нравится, хорошо, вот твое. Некомфортно, ну, значит, не твое. И ты на какие-то минусы закрываешь глаза, а плюсы ты преувеличиваешь. Ну, как обычно. Короче, вот магазин Wardrobe, достаточно новый, как мне кажется, раньше я его там не встречал. В центре, на острове Кулун, в районе метро Джордан, может быть, короче, оставлю контакты в описании, ну, в этих вот местах, на 2-м или на 3-м этаже они находятся, и там довольно-таки неплохой выбор, знаете ли, микробрендов, я прям даже не ожидал. Я их нашел в интернете, как-то на их сайт наткнулся, и у ребят есть на что посмотреть. Там и микробренды, там и немцы, кстати, есть, там и Лака есть, и Orient есть, и
по-моему, Цеппелин есть. Короче, там прям по красоте много чего выбрать, посмотреть, и люди заходят там. То есть любители часов там пасутся, можно сказать. Венецианика есть, много китайских брендов, которые сейчас уже в Россию стали заводить. Тот же там Oldtime привозят. И, короче, вот много всего нового, свежего этих микробрендов. Они там у них продаются. Цены такие же, как на AliExpress. Ну, я не про лака говорю, я говорю про китайские бренды и микробренды, которые производятся в Китае. Ну, где-то, наверное, процентов на 10 ниже, чем на AliExpress. Поэтому, если есть какая-то цель купить что-нибудь такое дорогого китайца, то будет дешевле, чем на Али. Вы в реальном магазине покупаете, в руках подержите, там все такое. Можно еще немножечко торгануться с ребятами, поэтому, ну вот, как бы есть смысл. Потому что некоторые китайские часы сейчас уже стоят, я говорю, микробренды, продающиеся на AliExpress, около 100 тысяч рублей могут стоить, и поэтому те же самые 10, 15, а то и 20 тысяч рублей скидки, это как бы неплохо. Ну, Венецианика немножко другая история, там на них таких дисконтов нет, и бренд итальянский, но тем не менее он активно развивается, и насколько я знаю, он, по-моему, то ли в 3, то ли 4 магазинах продается уже в Гонконге. Ну и все новиночки там, конечно же, есть. Ну, а дальше мы с вами пойдем уже конкретно в магазин китайских часов. Он тоже находится на метро Джордан. Там уже только китайские бренды. Но это немножко позже в видео. Я сделал видео длинным. Кому интересно, посмотрит. Кому не интересно, промотает. Да и пофиг. И мне главное, что тем людям, для которых это интересно, посмотреть, что, где, как продаются, какие бренды, что я успел увидеть, что успел снять, вам показать, может быть, рассказать. Для них этот ролик я, собственно, и снимаю. Не везде, как вы понимаете, удалось качественно снять, потому что там открыто же не будешь ходить все это снимать, да, в магазинах. Вот, и тем более по улице, потому что людям может быть некомфортно. Но как есть, уж вы тут извините. Сквали, кстати говоря, во многих магазинчиках в Гонконге продаются сквали. Ну и в Сингапуре, как вы знаете, Гноман продает. Ну и знаете, вот Rolex, да, здесь не стал особо уделять внимание в этот раз большим брендам. Но они, как и всегда, в Гонконге продаются просто везде. В подвалах, каких-то там магазинах рядом с какой-то там едой дешевой. Вот у них всегда забавно. У нас на эти Rolex чуть ли не молятся, уж простите меня. А там они продаются вот просто вот абы где. Абы где любые эти самые дорогущие, желанные модели, да вообще похрен. То есть для них это не что-то такое вот невероятное, как для нас, как для европейцев, может быть, как для американцев. И в этом есть, это прикольно, вот реально это прикольно. То есть ты идешь, продают какую-то там, не шавуху, там шавухи у них нет, какую-нибудь хрень на палочке, да, китайскую, и рядом роликсы продаются, за миллион, там 2-3 миллиона рублей, не знаю, 4-5 миллионов рублей, вот оно, пожалуйста, вот такое отношение к этому, нет никакого из них культа, никакого нет, и это забавно, реально, и знаете, даже вот, и как бы вот и все это так немножко принижается, что ты начинаешь думать, да какая-то ерунда все, елки-палки. Но вот этот Мозер, он просто фантастический. За примерно 1 миллион рублей, конечно, я смотрел, просто слюни пускал, и это прям кайф. Не планировал я в этой поездке покупать какие-то дорогие часы, но если бы, честно говоря, планировал, то, конечно, я бы взял этот черный Мозер. И, наверное, это была бы жемчужина, вершина и все, о чем можно мечтать в коллекции, кроме, наверное, Лангмун зоны, это, наверное, Мозер. Ну, лично вот для меня. Мы немножко еще пройдемся сейчас по Худуну и дальше будем двигаться в сторону набережной, уже на юг. Набережная вечереет и набережная. Вся такая вот красотулечка будет. Но до этого мы еще с вами зайдем, конечно же, в магазин китайских часов, где я по традиции себе купил часы. В прошлом году я брал себе Шанхай в этом магазине, а в этом году я купил себе Сигал. И про этот Сигал будет отдельный ролик.
запишу, но вот скажу, что посмотрел из того, что было в том бюджете, который я был готов потратить в этот раз, и из тех часов, которые мне понравились, это Seagull. В общем, вот этот магазин, тоже оставлю на него ссылку в описании к ролику. Здесь, по-моему, пятиэтажный такой большой супермаркет китайских товаров, и на первом этаже именно китайские часы, брендов тех, которые вы хорошо знаете, которые на канале очень неплохо представлены, и там их можно приобрести, посмотреть, рассмотреть, полапать. Стоят они там адекватно, то есть никакой наценки за счет того, что это центр города, за счет того, что это там реальный магазин, нет. Наоборот, и купончик на скидку дают, и купончик там на то, чтобы потратить прям сегодня в магазине, они тоже дают, и цены адекватные, цены ниже, чем и на Али, и цены ниже, чем в, например, китайских всяких площадках внутрикитайских, с которых просто напрямую из России не заказать. Поэтому, знаете, это мне нравится в Гонконге, это не нравится вообще в Китае, что нет вот этой вот наценки. То есть у нас ЦУМ или ГУМ это дорого, на окраине дешево, вот здесь такого нет. То есть да, в центре магазин, да, там китайские товары, но как бы цены адекватные. Это молодцы. За это, конечно же, такой плюсик. Много чего интересного здесь есть. Есть и Турбионы, есть дорогущие, и Шанхай, и Биджинг, и Seagull, есть Фиата, классный бренд, есть Сига Дизайн, ну и Меркур. В общем, от самых доступных до самых дорогих все это прям насыщено в этом магазинчике. С удовольствием каждый раз захожу, с удовольствием можно посмотреть последние новиночки. И если хотите приобрести, причем, что важно, не буду повторяться, но за адекватное баблишко. Ну и про мою покупку отдельно расскажу. Так совпало, что Seagull, хотя изначально, честно говоря, думал взять что-нибудь из Биджинга, потому что Биджинга как-то мне не было. Но Seagull что-то не запал. Ну, короче, об этом отдельно, в отдельном видосике будет. Еще мне нравится, что китайцы не парятся по поводу съемки в магазине. Я, конечно, старался так немножко из-под тишка снимать, но тем не менее никогда никто нигде мне косо не посмотрел, ничего там не сказал. Что типа, сэр, идите отсюда, нахрен здесь люксовый бутик и все такое. И я не про этот магазин, здесь все-таки не люксовый бутик, здесь просто там обычный, да, но я вообще в целом про подход. Вот они, Seagull. Часть из них была на обзоре. Часть, надеюсь, будет еще. Ну, в общем, есть на что поглядеть. Биджинг, Шанхай, Пикок, Лаки Харви. Кстати, Лаки Харви в нескольких магазинах продается. Ну, пока не рискнул брать, но вот Лаки Харви, если сравнивать с Алиэкспрессом, то вот, да, те же самые 15, а то и 20% можно сэкономить. Думаю, они скоро, наверное, будут продавать, или уже продаются в России. Ну, у наших дилеров они будут, конечно, дороже. Но марка интересная. Ну, Пикок, как мне кажется, поинтереснее будет. И, знаете, вот важный момент, те же самые Seagull, Биджинг, Шанхай. Самые дешевые, самые доступные модели, где-то $100-150, которые завалены на Алиэкспресс, это, конечно, это не их уровень. Это вот их все-таки уровень, это вот 300, 500 и так далее. То есть дешевые модели от этих брендов лучше не смотрите. Они разочаруют. У них нужно смотреть средний и высокий сегмент. Дешевые лучше смотреть типичные алиэкспрессные бренды. Там и качество будет, и механизмы, и отделка, и все остальное.
Ну, Breitling, понятно, и все остальные бренды, они есть везде, там, на улицах Гонконга можно найти, как бутики, так и просто какие-то на развалах, что называется. Ну, на развалах в основном самые ходовые бренды, а вот такие, типа, как Oris, Bow, там, Breitling, они обычно только в фирменных магазинах продаются. А теперь идем на набережную, где аллея звезд, например, да, это со стороны Кулун. Мы как раз будем сейчас смотреть на сторону Гонконга, да, на самую такую историческую сторону. И когда вечером уже начинают гаснуть огни, уже начинается такая красотища, и ты понимаешь, что ты вот в каком-то бесконечном городе небоскребов. Потому что остров маленький, населен достаточно мощно, квадратный метр стоит просто безумных денег, люди пашут там за какую-то малюсенькую квартиру всю свою жизнь, но вот такой город, такая ситуация, город миллионеров, может быть даже город миллиардеров с огромным количеством просто супер дорогих люксовых автомобилей кругом. И такой в каком-то мере может быть город контрастов. С другой стороны, знаете, вот если мы говорим про контрасты в негативном смысле, то кроме того, что трудно заработать на свое собственное жилье, ну а где оно, собственно, легко, если так говорить, то здесь нет контрастов в негативе в плане там какой-то грязи, чего-то такого неприятного. Может быть, где-то есть типично азиатские запахи, да, что-то такое есть, но, например, ходишь неделю по городу, даже если идет дождь и что-то такое, ну, обувь всегда чистая, это говорит. И по вечерам моют из шлангов улицы, по крайней мере, в центре города я это видел, так что все чисто, все аккуратно, все приятно. Это же, опять же, мое впечатление, возможно, у кого-то оно будет другое. Ну, как говорит тот же Варламов, да, свинья везде грязь найдет. Я, честно говоря, особо не ношу. Ну, на кораблике, кстати говоря, такой там кораблик, условно, маршрутка с одного берега на другой, можно доплыть тоже очень дешево, там за, по-моему, 2 или 1,5 даже гонконгских доллара, и рекомендую этим воспользоваться, и красивые виды получите, и сэкономите, и опять же поедете на общественном транспорте. Ну, короче, вот эту часть видео уже заканчиваю, да, про Гонконг. Следующий видосик будет про материковый Китай. Там мы с вами уже проговорим про производителей некоторых брендов, микробрендов. Так что, конечно же, оставайтесь на канале, расскажем, покажем. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.